Суета с Маут-Ави. А помнит ли кто-нибудь те мультфильмы про Микки Мауса, которые выходили в 30-х годах? Те, которые несколько лет назад оцифровали и выпустили на DVD. Так вот, я слышал об одном из этих мультфильмов, о котором не знает ни один даже самый дотошный фанат диснеевской анимации. Согласно источникам, в нем нет ничего особенного. Только повторяющий анимационный цикл, как во Флинстоунах, в котором Микки идет вдоль 6 зданий 2 или 3 минуты. Затем картинка затемняется. В отличие от милых мелодий, сопровождавшихся подобные мультфильмы, в этом звуковое сопровождение мелодий не было. Слышались скорее хаотичные удары по клавишам фортепиано. Это продолжалось минуты полторы. Затем до конца картины звучал белый шум. На экране был не тот старый добрый весельчак Микки, которого мы знаем и любим. Но он не танцевал, даже не улыбался, просто шел, как вы или я обычно ходим, с обычным выражением лица, но по каким-то причинам его голова постоянно клонилась из стороны в сторону, что придавало ему мрачный вид. Год или два назад все считали, что мультфильм заканчивается на затемнении. Когда Леонард Малтин обозревал этот мультфильм на предмет его включения в антологию, он решил, что для ДВД он не подходит. Но, тем не менее, решил сделать цифровую копию из-за того, что это работа Уолта. Когда он запустил цифрованную версию на своем компьютере, он заметил кое-что. На самом деле мультфильм длится 9 минут 4 секунды. Вот почему мой источник отправил мне электронное письмо, в котором подробно рассказал обо всем. Он личный ассистент одного из высших руководителей Дисней и лично знаком с мистером Малтином. После затемнения экран оставался черным до 6 минуты. Потом снова появился идущий Микки. На этот раз звук отличался. Послышался шепот, слов было не разобрать. Он был похож на булькающий крик. С каждой минутой шум становился все более неразличимым и громким. А с изображением начало твориться что-то странное. Тротуар начал меняться. Начал тянуться в тех направлениях, которые казались невероятными. Если смотреть на то, как Микки идет, мрачное выражение мышиной морды сменилось ухмылкой. На 7-й минуте шепот сменился чудовищным криком, от которого было больно ушам. Изображение же продолжало становиться непонятнее. Цвета сменялись совершенно невообразимым образом. Морда Микки начала распадаться, его глаза скатились к подбородку, как два мраморных шарика в круглом аквариуме, а его кривая ухмылка уползала на левую щеку. Здания рассыпались на кучу булыжников, висящих в воздухе, а тротуар продолжал искаженно направляться в невероятные стороны, которые нам, людям, живущих в трехмерном пространстве, было просто непостижимы. Взволнованный мистер Малтин вышел из комнаты. Отправив сотрудника посмотреть запись и дав ему указание записывать все, что происходит на экране до последней секунды, а затем немедленно поместить диск в хранилище. Искаженный крик звучал до 8 с лишней минуты, а затем внезапно обрывался. На экране появилась мышиная морда, как в конце каждого мультфильма, и звук, похожий на звук сломанной музыкальной шкатулки. Все это продолжалось около 30 секунд. Что же происходило на экране в оставшиеся полминуты, до сих пор неизвестно. От работающего на меня охранника, когда в этот момент совершил обход 13-й комнатой, я узнал, что бедный сотрудник, спотыкаясь, вышел из комнаты, 7 раз произнеся: «О настоящих страданиях не знает никто», после чего молниеносно выхватил у охранника пистолет и прикончил себя на месте. От Леонарда Малтина я узнал, что последний кадр был фрагментом текста на русском языке, который приблизительно можно перевести как «The sight of hell brings its ears back in». Картины ада возвращаются увидевших их себе снова и снова. Насколько я знаю, мультфильм больше никто не видел. Но некоторые сотрудники не раз пытались выложить файл на Rapid-Share, за что и были в скорости уволены. Есть ли этот файл в сети или нет, доподлинно неизвестно. Но если слухи правдивы,
Оно встречается под названием Suicide Mouse AVI. Если вы найдете где-нибудь этот файл, я прошу вас, не смотрите его. Немедленно свяжитесь со мной по телефону, вне зависимости от времени суток. Если это что-то такое же таинственное, как и смерть Диснея, это того стоит. Отправляйте на мое имя. До востребования. Я пока не нашел копии файла. Но она есть, я знаю.